На большой части Кольского полуострова наступила полярная ночь. Самое темное и одновременно уютное и загадочное время года, когда солнце не поднимается над горизонтом. Если вы на моем канале впервые, это моя Севериата. История жизни в доме на берегу озера в русской Арктике. И всем добро пожаловать за полярный круг! Продолжительность светлого времени суток во время полярной ночи на севере разнится в зависимости от географической широты. В Мурманске, к примеру, солнце не взойдет до следующего года, а у нас дневные сумерки длятся около 2-3 часов, а затем вновь наступает тьма. Подробнее об этом уникальном и странном времени расскажу в следующих видео. Но темнота – не повод залечь под одеяло до февраля, когда вновь полноценно взойдет солнце. Напротив, нужно многое успеть за отведенное время в промежутках между полной темнотой. Близится конец декабря, самое время заняться подготовкой моего северного дома к Новому году и Рождеству. И первое, с чего стоит начать, это большая уборка. Хотя, честно говоря, не такая уж большая. У меня есть свои привычки, которые, как мне кажется, неплохо помогают содержать дом в порядке. Если будет интересно, напишите в комментариях. Следующее в числе дел перед Новым годом – доведение до ума мелочей, что оставались недоделанными. Начну с прикроватных тумб в спальне, о которой рассказывала в одном из предыдущих видео. Для их создания взяла сосновый мебельный щит. Просто распилила его на 2 одинаковые половины, зашкурила края, покрыла тем же антисептиком, которым были покрыты шкафы в этой спальне. Соединила с простым консольным основанием и прикрутила к стене. В этой же спальне нашли свое место оленьи рога, подготовленные ранее. Эта спальня в моем проекте ремонта носила кодовое имя «Шале», так что общее направление интерьера примерно ясно. Для шкафов приобрела кожаные ручки-петельки в приятном оттенке. Их будто делали для моих шкафов. Внутрь прикручу вдвижную штангу для одежды. Ее поперечная конфигурация определена тем, что шкафы должны были создавать ощущение уютной ниши, но не давить размерами. Поэтому я намеренно заказывала их глубиной 40 см. Но стандартная ширина плечиков для одежды не менее 45 см, поэтому продольная платяная штанга в шкафу была бы неуместна. Да, этот вариант вмещает меньше, но у меня не так много повседневной одежды, нуждающейся в плечиках.
Да и с течением времени заметила, что чем больше места, тем больше вещей, а хочется, чтобы задерживались только самые лучшие. Да и в шкафу в передней есть еще предостаточно места. Раз уж речь зашла о передней, сделаю кое-что давно задуманное и здесь. За шкафом по моему плану должны храниться хозяйственные принадлежности. Гладильная доска, сушка для белья, ведро и швабра. Здесь же есть розетка для зарядки беспроводного пылесоса. Правда, пылесос пока обычный и живет он в другом месте. Одним словом, здесь все то, что хочется скрыть от собственного и постороннего глаза. По моей задумке креплю здесь поворотный карниз. Он кажется более удобным с точки зрения ширины ниши и сохранности шторы при открывании в соседстве с хозяйственными принадлежностями. Шторы очень приятные, натуральный хлопок. Останется только подшить. И теперь уголок выглядит вполне аккуратно, хотя скрывает массу всего. Вешаю недостающий крючок на самодельную полку в прихожую. Полка сооружена также из мебельного щита и готовых консольных держателей. Выбор крючков определен наличием большого количества объемной зимней одежды, в том числе длинной, к примеру, снегоходных плащей и комбинезонов, которые должны висеть высоко и не прилегать к стене, дабы иметь достаточно пространства для просушки. Красные плечики – моя личная хотелка. Найти такие деревянные не удалось, покрасила и покрыла лаком сама. И, наконец, настало время новогоднего декора. Мешкать нельзя, тьма отступает всего на пару часов. Но уборку снега по утру никто не отменял. Вообще-то, мы расположены севернее Раваньеми, официального дома всеевропейского Санта-Клауса, и уж тем более севернее Великого Устюга, место жительства отечественного Деда Мороза. Так что даже новогодний дедушка не забирался так далеко на север. Но мы справимся и без него. Вообще, много раз в течение последних лет ловила себя на мысли, что Новый год, когда-то любимый праздник, превратился в какую-то нежеланную рутину, в нерадостный мучительный забег за декором, подарками и продуктами. Волшебство этого праздника обернулось спекуляцией и навязыванием потребления. Замечали, что новогодний декор начинает появляться на прилавках все раньше. И когда все с октября наперебой предлагают елки, Дедов Морозов и снеговиков, отовсюду доносится одна и та же приподнятая музыка, льется вся эта искусственная преждевременная радость. Создается ощущение, что от тебя чего-то ждут, как будто ты должен быть непременно счастлив, по заказу. Как будто радостное уютное зимнее настроение – это то, что можно включить какой-то кнопкой. А если ты устал, не весел, и у тебя просто нет сил, желания или возможностей для бесконечных покупок, ты как будто исключен из всеобщего веселья. Но, как мне кажется, есть способ вернуть главному празднику года его волшебство. К примеру, перестать делать то, что от тебя ждут. Не видишь смысла ставить елку? Да не ставь. Не любишь пестрые украшения? Не вешай. Не представляешь Новый год без снега? Не спеши под пальму. Ну, или наоборот. Делай то, что действительно по душе. Ведь главное в празднике Нового года не елка, тысячи подарков и стол под майонезом, а теплые воспоминания. Ощущение комфорта, спокойствия, уюта, радости
которые неизменно ведут к готовности встретить Новый год жизни. Ну а главное и по-настоящему северные символы Нового года покажу уже в следующем видео. В моем случае в Новый год я хотела зимнюю сказку и пряничный домик. Нечто теплое и домашнее, до того тихо радостное, что захватывает дух. Ну что сказать, зимняя сказка на Кольском – одна штука, всегда в наличии. Пряничный северный домик, если не из имбирного теста, то уж точно по ощущениям сделано.